Колодники. Крестьянские рабы, обреченные на смерть, когда император Петр умирал 26 января и 27 января 1725 года, Сенат издал указы, в которых говорилось о прощении наказаний и об отпуске на волю колодников. Исключались из этой амнистии только государственные преступники и те колодники, которые были посажены за убийство и разбой. Это была особая группа преступников, или по меткому выражению маркиза де Кюстина, людей, которых власти сделали преступниками, так как настоящих не хватало. Само понятие ссылки в Сибирь и каторги появилось несколько ранее правления Петра, однако при нем оно обрело самые изуверские формы. Отправлять людей из низов в рабство на верфи, на заводы и рудники было привычным делом в Петровской России. Страна нуждалась в дешевом труде, чтобы вести постоянные войны с соседями. А колодники были самым нижним звеном, с которого не снимали цепи и кандалы на всем протяжении срока. Ссылка на каторжные работы стала широко практиковаться при Петре. Как уже сказано выше, и раньше преступников приговаривали к тяжелым работам, но их масштабы не шли ни в какое сравнение с тем, что предпринял Петр. Начало этому грандиозному эксперименту по использованию подневольного труда на огромных стройках было положено после Азовского похода 1696 года, когда стали поспешно укреплять взятый у турок Азов, а неподалеку заложили крепость, город и порт Таганрог. Азов быстро превратился в место каторги для стрельцов и других политических и уголовных преступников. При строительстве Петербурга азовский опыт пригодился. Сибирская каторга в первой четверти XVIII века стала второстепенной, уступая строящемуся Петербургу, но затем поток ссыльных в Сибирь возрос и с тех пор никогда не ослабевал. Бескрайние просторы к востоку от Урала стали не только источником сверхприбылей от мехового экспорта на запад, но и естественной, созданной самой природой зоной для заключенных. Поэтому практически сразу вслед за первопроходцами на восток двинулись колонны ссыльных. По подсчетам историков, с 1761 по 1782 год по Сибирскому тракту проследовало в ссылку и заключение около 60 тысяч человек обоего пола. До начала XIX века в среднем уходило по этапу в Сибирь чуть больше 2000 человек в год. После наполеоновских войн, когда закончилось строительство самого восточного участка Сибирского тракта от Томска до Иркутска, численность сибирских этапов резко возрастает до 8000 ежегодно в период царствования императора Николая I. Приговоренные к колодкам шли пешком 1000 километров по полям и лесам в любую погоду. Им выбривали лбы, ставили клейма раскаленным железом, чтобы при побеге они издалека показывали всем, к какой части населения относятся. Конечно же, в таких условиях смертность была высочайшей. Уголовная ссылка в Сибирь в то время была бессрочной. Многомесячное и даже многолетнее перемещение за Урал было сложной и для многих непосильной задачей. Обратный путь был по карману очень немногим, только аристократам и государственным служащим. Заключенных намеренно калечили, вырывали ноздри, прижигали лоб, на шею одевали железный ошейник, а на руки и ноги массивные кандалы. В таком виде заключенные шли нередко годами до места ссылки. Кандалы запрещалось снимать весь срок, порой до 20 лет. Делали их тяжелыми с крупными звеньями, чтобы каторжане не могли на них повеситься или перепилить звенья за короткий срок, найдя где-то пилку. Кандалы не снимали даже в бане, а протягивали одежду через них. За десятилетия ношения наступала атрофия мышц, менялась походка, и даже сняв оковы, человек навсегда выделялся из толпы странными движениями, что для полицейских было крайне удобно, и каторжанин в бегах редко мог смешаться с толпой. В ряде документов начала 18 столетия сохранились наказы конвоирам. Убегут у тебя колодники или ты сам, взяв с них откуп, отпустишь, то воеводы будут бить себя кнутом и сошлют самого вместо тех людей, которых вел ты в ссылку. Первоначально конвоиров набирали из калмыков, башкир или мещеряков, однако скоро их заменили на городских казаков по причинам их большей надежности. Наиболее опасных или буйных колодников дополнительно приковывали к тачке. Часто она была пустой, но весила почти 80 килограмм, и каторжанин везде катил ее впереди себя годами. По моде тех лет с французского языка было взято слово «этап» – «ступень».
Так стали называть сам процесс доставки каторжанина своим ходом за тысячи километров. От Москвы до Байкала были построены этапные тюрьмы «Остроги» на расстоянии 10-20 километров, чтобы колонны каторжан могли получить крышу над головой, учет, а их конвоиры – отдых и смену коней. Строились они, однако, с сибирским же размахом коррупции. Местные власти заставляли крестьян рубить бесплатно лес, кое-как сколачивать из него срубы, а выделенные деньги забирали себе. В итоге крепости уже через несколько лет приходили в полную негодность даже как место ночлега. Заключенных заковывали в общую цепь, без скидок на пол и возраст, и в таком виде они могли идти неделями. Конвою разрешалось применять насилие к медлительным каторжанам, а при попытках к бегству и вовсе убить заключенного. Но основным доходом конвоя был грабеж арестантов в пути. Декабрист Василий Колесников, прошедший по этапу от Петербурга до Иркутска, вспоминал, что тюремная администрация и конвойные буквально выжимали из арестантов деньги за все. Например, существовала такая такса: за 2 копейки в день конвойные соглашались не приковывать арестанта к пруту Дибича во время перехода между этапами. Могли пустить к женщинам, разрешить играть в карты, купить водки. Но чаще всего женщины-каторжане становились добычей самого конвоя, который делал с ними все, что хотел. При этом конвоирам еще и хорошо платили. Во время припровождения арестантов им выплачивались суточные деньги по 1 рублю в день каждому, порционные и приварочные деньги по 5 копеек в сутки каждому на улучшение пищи. В награду за исправную службу, то есть этапирование без побегов, офицеры конвойных команд ежегодно получали премию в размере годового оклада. Неудивительно, что такие хлебные места считались лакомым куском и передавались только по своим. Всего в России насчитывали более 500 этапных команд, профессионально конвоировавших каторжан годами. А вот самих каторжан почти не кормили. Довольствие выделялось только на конвой и особо важных заключенных. Прочие жили запасами из дома, тем, что подадут местные жители. А также конвой регулярно выводил каторжан просить милостыню у церквей. Бродяги в ошейниках и на цепях сидели на улицах или приставали к прохожим, умоляя дать им пропитание. Обычно люди давали, так как знали, что в России нельзя зарекаться от такого самим. Нередко прошение заканчивалось попойкой с конвоем за счет каторжан, о чем есть много документов сыскного приказа. Но в Москве практику быстро прекратили, так как колодников стали выводить сразу после пыток в окровавленной одежде и замученных палачами. Подавали им охотнее, но внешний вид пугал обывателя. Небезызвестно, что колодники ходят по кабакам и по улицам, и по торговым местам с ящиками на связках и просят милостыни, и притом пьянствуют и чинят ссоры. И ныне часто усматривается, что многие колодники ходят пьяные с ящиками, в разодранных и кровавых рубашках, объявляя, якобы из сыскного приказа пытанные и определенные в ссылку, и просят милостыню с великим невежеством и необычным криком. Помимо самих каторжан, с ними по этапу шли их семьи, которым не оставалось иного выбора, кроме как следовать за отцом семейства. До середины XIX века им всем полагалось идти пешком не менее 20 верст в день. Лишь после пристыженной Европой Александр разрешил часть пути проделывать на транспорте. Несколько арестантов, сняв шапки, подошли к конвойному офицеру, о чем-то прося его. Они просились на подводы. Конвойный офицер молча, не глядя на просителя, затягивался папиросой и, как потом вдруг замахнулся своей короткой рукой на арестанта, и тот, втянув бритую голову в плечи, ожидая удара, отскочил от него. «Я тебя так произведу в дворянство, что будешь помнить. Дойдешь пешком», — прокричал офицер. Одного только шатающегося длинного старика в ножных кандалах офицер пустил на подводу. Лев Толстой, «Воскресенье». О том, что началась Сибирь, каторжан извещал пограничный столб между современными Тобольском и Пермью. Часто заключенные рыдали возле него или истово молились, считая, что дальше прежняя жизнь окончательно закончилась, и только будет мрачная неизвестность, как гарнизон пленных после польского восстания. Как писал американский исследователь Кеннон, ни один пограничный столб в мире не
был свидетелем стольких человеческих страданий. Впрочем, поляки потом освоились в Сибири и даже предприняли неудачный побег с Байкала. Кроме Сибири, маршруты колодников шли во все стратегические точки страны. Где нужно было извлечь из преступников всю даваемую им пользу, там и образовывались пункты каторжной работы. Первоначально такими пунктами служили Азов и Троицк. Впоследствии сюда присоединяются Петербург, Кронштадт, Рагервик, Таганрог. Иногда образовывались временные пункты ссылки. Таковы, например, Аланецкая верфь, Галерная гавань на Васильевском острове. Особо следует сказать о шведских военнопленных и их роли в строительстве Петербурга. Почти 20 тысяч шведов сдались после Полтавы. Все они были вывезены в Россию и распределены по разным городам. Судьба многих из них была печальна. Опасаясь побегов, власти держали их в заперти, в кандалах. Конца войне видно не было, и поэтому часть пленников откликнулась на приглашение русских властей поработать в невоенной сфере. Некоторые переходили при желании в православие, женились и оказывались подданными России. Но большинство шведов, военнопленных, все же предпочитало быть верными данной когда-то присяге и вере отцов. Они работали кузнецами, плотниками, строили вместе с русскими купол Петропавловского собора, мосты и набережные, копали землю в Петербурге, Стрельне, Кронштадте, потом их в нее и закапывали. Из партии пленных, пригнанный в Петербург в 1712 году. К концу Северной войны выжила половина, а один из них, оказавшись в Сибири, попал в плен к джунгарам и создал им артиллерию такой мощи, что те сокрушили армии Китая, а затем и сильно повредили планам России в регионе. Каторжане составляли почти 10% населения Сибири и оставили весомый след в истории всей страны, как пример вопиющего насилия над собственным населением. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.